Всем привет, друзья! Что, друзья, мы идем с Ромашкой на прием. В общем, ему гораздо лучше, конечно, кашель немножко сохраняется, но кашель может еще довольно долго после болезни сохраняться. Поэтому идем на прием, сейчас доктор послушает, посмотрит. Если все нормально, то будем уже выписываться в школу. Неделю мы просидели дома, в общем, температуры уже несколько дней нету. Но вот я сама, не знаю, там слышно, нет, вообще говорю в нос, я сегодня встала вообще, мне все, нос вообще заложено, глаза щиплет, горло болит, кашель, вообще очень холодно, очень сдобит, в смысле. В общем, идем на прием, причем позвонили записаться на прием уже неделю назад, сказали, номерков нету, сейчас очень много заболевших, сказали просто приходить к началу приема. Ну вот у нас время 10 час, мы идем в поликлинику на прием. Я без шапки, потому что у меня хвост. На хвост я не могу натянуть шапку, но у меня два капюшона. Я утеплилась, водолазку надела. Надела на себя все. Зеленый клин. Надела на себя просто все. В общем, идем на прием. На улице где-то, наверное, у нас минус 10. Не особо холодно. Нормально, но сами понимаете, когда болеешь, кажется все по-другому совсем. Вот. Да, и скользковато сегодня. Что сегодня? Скользко. Ну так, есть такая елочка, вон огонька горит. Не знаю, сколько мы просидим, у нас было такое, что... Ну, вообще, я очень не люблю без номерка ходить, на самом деле, в поликлинику. Это, знаете, там два по номерку проходят, один без номерка. Это просто кошмар. У нас было как-то, что тоже так же нам сказали идти без номерка. И мы просидели 4 или 5 часов там в очереди. А учитывая, как сейчас, на самом деле, вообще, как это, эпидемией это нельзя назвать, но когда, короче, очень много заболевших, заболеваемость высокая, номерков вообще нет. И я представляю, сколько там людей сейчас без номерков будет. И сидеть друг друга всем заражать. Ну, блин. Мы что-то маски забыли взять. Такое себе. Да, хотела взять маски. Ну, во-первых, чтобы самой не дышать ни на кого, во-вторых, чтобы от других мы не брали ничего ненужного нам. Я что-то забыла, вспомнила уже сейчас по пути только. Не знаю, я прям иду и мечтаю, хоть бы там было 2 человека и все. Мы один раз тоже пришли. Думали, что будет много людей, а пришли мы одни были. Один раз был, мы даже, по-моему, как раз на видео снимали. Да, когда мы шли, такие, о, блин. И пришли, а там никого. Мы такие, здравствуйте, через 5 минут уже обратно пошли. До свидания. Все, рука замерзла. Увидимся дальше. Не знаю, где-нибудь. Так, мы уже с поликлиники вышли, сейчас едем документы мне делать. Едем в троллейбусе. Нас, короче, не выписали еще. Так, все, мы сделали, точнее как, ну, короче, у нас с Катей разные министерства, вот, Катя уже подала, теперь, ну, или как? Министерство магии у меня просто с Хогвартса, как бы. Там. А у него простое, вот это, Республика Карелия. Все-таки шутками, в общем, Ваню пригласили уже, на документы меня нет. Съездили в паспортную, вот, передали, что надо было по документам. Надо будет послезавтра подъехать Ване. А я пока жду, меня пока не пригласили. Ну, сами понимаете, с Министерством магии посложнее. Не понял, я просто фотки принесу и потом еще ждать буду паспорт, или она мне уже паспорт? Ну, вообще, я, типа, читала сегодня ночью в интернете, что написано, вы придете, час подождете и вам сделают. Ну, типа, в других случаях могут вас пригласить на другой день. Но вообще, в такую даль тащиться, проще час подождать, уточнить, чем в следующий раз потом еще час сюда тащиться. Зачем дышать, какая-то разница? Ну, вообще, что это изменит? Факт в том, что мы сейчас находимся вообще в такой... очень глубоко в городе. Я вообще есть, конечно, хочу. Я тоже есть хочу, но я предлагаю ехать обратно к себе в район и там уже решать эту проблему. Пить я тоже пить хочу. Вон магнит, пошли попить купим хотя бы. Все, в общем, сейчас мы это попить купим там. И включимся откуда, не знаю. Да. Ставьте лайки пока что. Пишите комментарии какие-нибудь. Комментарии обязательно. Не смотрим на халяву, так сказать. Ставим лайки, пишем комментарии. Мы же с вами здороваемся в каждом видео, а вы нам не пишете здравствуйте, привет. Вот можете написать привет. Кристина, кстати, нам написала свой адрес. Кристине мы тоже сегодня отправим открыточку. Вот песочком посыпаем.
Прям типа машина когда стоит. Я думала, как всегда, зайдем. Как будто Ай, все, короче, тут что-то все орут, что-то ездят. бургеры поедим, а нет, не волнует. Все, я выключаюсь. Так, мы едем мимо центральной площади Кирова, где массовые гуляния обычно у нас. И там уже елочка стоит, наряженная. Вон она. Вот такая. А, машина соколя. В общем, наряжает ее еще, оказывается. В общем, договорились, все-таки сейчас едем кушать. Скорее всего, бургеры опять. Национальный театр Карелии. Ну там еще стадион Юность внизу. Ладно, все, короче, выйдем, включимся. Так, все, в общем, мы уже в Максе, в торговом центре. В общем, мы выскочили пораньше и решили все-таки поесть наши бургеры. Да, и заодно нам надо купить Кате некоторые вещи. Посмотрим тут. Ну, покупать в смысле. Так, опять какие-то акции там. Что-то за рубль сканируем. Картошка фри маленькая за рубль. За рубль. И чикен-бургеры 2 выгоднее. Там я взяла. Вот картошка маленькая, видите, была 75, а сейчас предлагают за рубль. Так, соус мы уже взяли. Она сидит там, ждет. Все, нам принесли заказ. Чека нам там не дали. Кстати, здесь тоже чек не положили. Ну, короче, мы взяли 3 чикен-бургера. Рома взял себе маленькую картошку с сырным соусом. А мы взяли с вами себе большую картошку, одну двоечку с сырным соусом. Да. Ну и все. Вон есть. Всем бон аппетита, друзья. Ой. Так, ну все, друзья, все, мы, в общем, вышли с этого с вкусной точки. Только начинаю привыкать еще называть его вкусной точкой. Всегда хочется по привычке еще сказать Макдональдс, но, к сожалению, нет. Ну, в общем, все, мы вышли, сейчас идем в аптеку. В общем, мы Ромашке делали ингаляцию, как нам, кстати, доктор прописал, да. Сейчас сказали, ингаляции не надо делать. Ну, вот температура не темнеет, а кашель остался. И кашель прям там такой ходит. Аккуратно, Ну, скользко. отхаркивающее лекарство. Вот. И ну, так-то у нас дома есть и амброгексал, и амброксол, и разное. Она говорит, можно корень солодки еще купить. В общем, сейчас пойдем в аптеку, посмотрим, что там есть из этого. Какой-нибудь сироп, короче, сказали, 3 раза в день. По 5 миллилитров, по-моему. Вот, и на прием через 5 дней, на 6-й день, короче, еще. Вот. Ну, сказали, если прям почувствуете раньше, что прям хорошо, то можете прийти раньше. Но раньше это только если через 3 дня, потому что потом выходные. И через 3 дня не уверена. Ну, посмотрим. В любом случае. Вот, ну, соответственно, сейчас в аптеку, потом на Wildberries получать Ромины полки. Рома уже весь негодует, что они вчера пришли, мы еще не получили. Он не терпится ему уже. Он даже сейчас заговорил, давай сначала полки получим, сделаем, потом сходим в вкусную точку. Но если Роме что-то важнее вкусной точки. Так что, в общем, сейчас в аптеку. Нам надо еще клей купить. На Wildberries. Так там же есть канцелярский магазин точно. Wildberries прям. Этот на Wildberries. И пойдем домой, будем устанавливать полочки, обязательно вам покажем. Тоже, я как мама тоже очень довольна, что наконец-то будут все машинки в одном месте, не на полу квартиры. И это все-таки порядочек, это же, да. Вообще все вам покажем. Пока идем по Ленина. У меня вообще нос не дышит абсолютно, очень тяжело даже говорить, потому что дышу ртом. Короче, нос заложен, вообще голова болит. Вот, так что пока завязываю. Видимся дальше. У нас, кстати, здесь прикольный магазин комиксов. Там с Гарри Поттера все, что угодно можно купить. Я только собиралась, тогда у них была коллекция книг именно в переводе Росман. Ну, кто знает, тот поймет, что Гарри Поттер в переводе Махаон, это вообще там
Там такие большие изменения, там даже имена изменены. Имена героев главных. Ну, имена, к которым мы привыкли 20 лет назад уже, да? Ну вот, и поэтому... И тут была полная коллекция Росман. Там она стоила что-то около 7 тысяч. И я думала, только собралась ее купить, пришла, и все. И они закончились. Я была очень опечалена, потому что я большой фанат Гарри Поттера. Ну, если кто-то еще не знает, то мне кажется, что все знают. Но я большой, да, фанат. Но мне что-то не приходит письмо из Хогвартса. Почему-то. Пока что еще. Может, просто потому что мне еще нет 11 лет. Поэтому... Господи. Бывает, короче. В общем, книжку тогда один раз... Я рассказывала, что подарили мне книжку на прошлый Новый год тоже. Одну из частей Гарри Поттера, как раз в переводе тоже Махаон. И я так обрадовалась, и классно. И, в общем, читала, мы как раз с Ромой лежали в больнице. Я читала книжку. Но с первой страницы у меня сломался мозг, потому что там, я говорю, даже имена главных героев по-другому, названия улиц по-другому. То есть, как бы, ну, вроде смысл, понятно, та же самая, лица та же самая, но настолько непривычно, когда 20 лет подряд ты по несколько раз в год смотришь одни и те же фильмы, да, читаешь одни и те же книги, и потом читаешь там другие даже просто имена, и ты такая думаешь, ну, это вот этот же, да, персонаж, он же там так говорил. Ну, конечно, вот это... Так, вот что-то это много Гарри Поттера у нас. Немножко шок был. Ну, в целом, Здесь, конечно, кстати, людей, которые здесь продавали, оштрафовали. Нет, Да, ну сейчас другие люди, это, видимо, которые не оштрафованы. А те, которые оштрафовали, видимо, серьезный штраф получили. Мы один раз снимали, я не знаю, такой мама, нет, как бабушка начала в ответ тоже Ваня снимать, она вот так вот телефон достала и вот так вот. Да. Из-под тяжка снимала меня. Я там, блин, с добрыми намерениями. Я, например, не против, что они тут стоят, продают. Ну, как бы... Соседи, снимайте, соседи. Не, ну вот против мужика, который тут стоял, конечно, мне не нравится такая торговля. А так вон маленькие столики стоят нормально. Они как этот мужик тут разложился на пол Ленина. Туда метров 10, туда. Тут вон маленькие столики стоят, и нормально. Человеческие. Ехали, кстати, сейчас ехали на базике. Новые автобусы, дышать наконец-то. просто нечем было. Зато он был свободный почти полностью, но дышать было невозможно. А в следующем году реформа будет А сейчас транспортная. много новых. Наконец-то. Почти все, кроме того, на котором мы ехали. Ну и вот еще один. Да, скоро будем как современный город. Троллейбусики потихоньку подъезжают. Да. Ну, вообще говорят, обещают, что и ходить они еще будут как бы допоздна. Сейчас проблема в 9 часов, откуда, ну, с любого района практически не выехать, кроме Древлянки, Самое наверное. интересное, 20 лет назад таких проблем не было. 20 лет назад я ездила спокойно в другой район к бабушке в гости в 12 ночи. В 12 Да, ночи я тоже ездила помню такое. спокойно на автобусах, на маршрутках. Сейчас уже в 9 вечера ты практически никуда не уедешь. Ну, я говорю, только с Древлянки, наверное, можно там на 14-м куда-нибудь доехать. Так, когда ты работал на Древлянке, ты Ну, не хотя мог да. уже в 9 ехать. Да, я в 9 уже туда не мог уехать. Я работал до 9, и в 9:15, 9:10 я стоял уже на Попова, там на остановке, и уже все мимо ехали. 14, 17 тем более. Редко. Да. Хотя раньше, я говорю, было в 12 ночи спокойно ездила. Я когда, перед тем, как Ярослава родила, так что на шоссе, я тоже как раз таки в 12 ночи ехала в гости на Древлянку к бабушке на автобусе. Приехала, мы сейчас с ней посидели, попили чай, поболтали. В 2 часа ночи, только в начале 3 легли спать. И в 4:21, как сейчас помню, я проснулась от того, что у меня схватки начались. И вот так вот. Вот так это было. 4:21, как сейчас было, помню. Все, в общем, включимся дальше. У меня пальцы сейчас, по-моему, уже все не работают, отмерзли. Так, зашли за кормом. Попугаем. Ну, что-то тут застряли. Что тут? Для попугаев что-то смотрите? А, кстати, уже камень нужен этот. Еще по 35 рублей всего. Надо было взять, конечно. Бараний рубец, говяжий рубец. Ладно, все, пойдемте. Козий рог. Я видел. Ну. Все, это не надо. Ром, пойдем. Пойдем. До свидания. До свидания.
Аккуратно, скользко. Эта плитка вообще опасная тема такая. 211 рублей корм. В этот раз другой взял. Тут он, видите, всякие овощи какие-то там, что-то еще есть. 20-30 грамм на... в аптеку. Вот такие капли есть. Так, все, вышли мы с аптеки. Так, кстати, кто с Петрозаводска, вот советую эту аптеку, потому что она самая дешевая. Буквально вот здесь есть Апрель рядышком. И между Апрелем и вот этой аптекой в прошлый раз я покупал какое-то лекарство, не помню. И цена, разница была 600 с небольшим рублей. То есть здесь дешевле на 600 рублей. Да не первый раз уже такая. Ну, уже, да, не первый раз. Когда мироместрин, когда нужно было тоже делать. Я зашла в одну аптеку, говорит, нету, типа. Я говорю, а почем вообще было? Я говорю, 600 рублей. Во вторую зашла, тоже то же самое. А сюда пришла вообще по 280 или по 300 рублей. 280. А я говорю, что часто... такой же мироместрин, один. Причем разница в цене сотнями рублей. Типа, ну зачастую, конечно, там рублей 10, 15, 20. Но... Здесь сейчас, в общем, нам сказала тоже девушка-фармацевт, она говорит, вы кому, типа, взрослому или ребенку берете? Ну, я говорю, что ребенку, она такая, типа, сироп кожной солодки, точно, я говорю, ну, вы сказали, да? Она говорит, вообще идет, типа, для детей постарше. И она говорит, может, возьмете, там, пиктусин или что-то такое. Ну, это что-то тоже, короче, на основе чабреца какой-то. Ну, сироп кожной солодки, он же на травах. Она предложила другой на травах тоже, но который для детей помладше. Но в итоге мы взяли, короче, оба. Сейчас идем за полками. Да, все, идем в Вайберс. Оттуда и включимся. В общем, вот, получили посылку. 2 таких штуки. Нам еще понадобится клей ПВА, чтобы их собрать. Я, наверное, записывать не буду, как буду собирать их. Уже там соберу и покажу. Это, напомню, полки для машинок. У нас их больше 100 штук. Мы купили сразу на 200. Ну и заодно посмотрим, сколько у нас машинок. В общем, кое-как собрал. Все немного кривое. Нужно было подгонять. Я сейчас приклеил все на скотч, чтобы ну, прижалось хорошенько, чтобы клей хорошо закрепил. Вот первая, получается, готова. Надо подождать теперь, когда она высохнет. Красить, наверное, потом как-нибудь будем, не знаю когда. Вот, в общем, такие вот полочки. Так, все, повесил, в общем, 2 полки. На видео не видно, что их 2. Но их здесь 2. Вот сейчас сюда будем заполнять машинками. У нас тут слегка бардак, игрушек много. Мы уже провели ревизию, выкинули целый пакет и отдали еще 1 пакет. В общем, все, сейчас будем заполнять.
В общем, все получилось 170 машинок примерно. У Ромы радости полная штана. Вот, ничего себе, две одинаковые. У нас мало повторов. Здесь практически все машинки Hot Wheels, кроме вот тут наверху немного есть с магнита какие-то копии. Вот. Сюда розовый девчачий он положил. Старые. В общем, вот. Сейчас еще по дому будем искать. Это точно не все машинки. Еще немножко точно найдется. Так, в общем, здесь еще машинки у нас есть. Несколько коробок таких полупустых. Это то, что не влезает, то, что не Hot Wheels. То, что просто всякие там машинки, короче. Вот эти, обидно, две не влезли. Они вообще классные. Тоже коллекционные, две фуры железных. Катя там с Ромой играет. Ну и еще вот здесь куча машинок. Это тоже все не влезло. И тут уже тоже такие обычные машинки. Вот эту мы, кстати, в Анапе покупали. Я помню, еще мы сторговались. 100 рублей скидку сделали нам. В общем, игрушек очень много. У нас еще две обувные коробки этих киндеров всяких. В общем, очень много всего еще. Ну что, друзья, все, полочки мы установили. Ромашка очень доволен. Я, кстати, тоже, мне очень понравилось. Если интересно будет, ну, мало ли кому-то нужны такие полки, пишите, скину ссылку на Wildberries. В общем, ну, классно, там у нас две полки, в общем, мы собрали. И там есть одна целиковая, короче, продается на 200 машин, есть вот так вот по отдельности, есть там по 100 машин, по 80, по 60, ну, в общем, разные всякие. Мы заказали пока две, и прям вот идеально. Ну, еще там у нас сколько осталось? Около 20 свободных мест, ну, и то, там, подумала пособрать машины. Она будет битком забита. В общем, все, я что-то вообще разболелась, весь вечер лежу, что-то совсем плохо, вообще глаза слезятся, кашель, чихаю, сопли. В общем, буду ложиться отдыхать, на этом наше видео будем заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр, мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч, пока-пока.